Звезда сериала «Улица разбитых фонарей» уже много раз рассказывала о своей алкогольной зависимости, о том, как эта пагубная привычка чуть не стоила ему карьеры. Из-за его пристрастия к спиртным напиткам в свое время распались и несколько его браков. Сейчас он бросил пить во многом благодаря четвертой жене Елене, с которой счастлив в браке уже несколько лет. А вот со своей предыдущей женой, певицей и актрисой Ириной Климовой, Нилов долгое время не общался, но когда страсти после развода улеглись, то бывшие супруги смогли найти общий язык ради общего ребенка. По словам Климовой, когда родился Никита, первые 2 недели Нилов был потрясающим папой, и она думала, что так будет всегда. Он делал все: вставал, пеленал, играл, помогал. Но через какое-то время ему потребовалось улетать на съемки, он стал возвращаться все реже, так как снова завертелся в своей жизни, вспоминает Климова. Для ее развод с Ниловым дался тяжело, ведь она мечтала о большой и крепкой семье, а здесь ей предстояло не только растить ребенка одной, но и как-то объяснить это мальчику. По ее словам, она всегда честно и открыто говорила о том, почему родители не живут вместе, а сын вырос понимающим и чутким парнем, которому сейчас 14 лет. Как и все подростки, он переживает непростой период своего взросления. Климовой бы очень хотелось, чтобы рядом был отец, который смог бы помочь и подсказать какие-то вещи. Отец и сын почти не общаются, хотя, по ее словам, Никита очень похож на Нилова и внешне, и внутренне. Кроме того, у них схожий характер. Но он с сыном виделся 3 раза, добавила Климова. В эфире программы «Выход в люди» Алексей подтверждает эту информацию, но говорит, что исправно платит алименты и помогает тем, чем может. По его словам, он пытался несколько раз дозвониться до сына, но тот постоянно сидит в интернете, и ему некогда. У меня как-то были съемки в Москве, после которых осталось 4 часа. Я позвонил и сказал, что сижу рядом с домом и хочу встретиться. Мы увиделись буквально на 10 минут, но очень мило пообщались, они потом довезли меня, вспоминает Нилов.